Из трещин в этом асфальте идет желтый сернистый дым. Это происходит уже 63 года. Не так давно здесь жили больше 1000 человек. Сегодня 5. В этом выпуске мы увидим 5 мест, которые в 50-е годы были живыми точками на картах. О них писали в газетах, их фотографировали для семейных альбомов. А сегодня этих мест больше нет. И исчезли они не 5000 и даже не 100 лет назад. Их не стало при жизни ваших бабушек и дедушек, у некоторых буквально на глазах. В одном и том же 1959 году на разных концах планеты случились 2 события, которые задают отсчет всей этой истории. До них мы еще дойдем. А пока Пенсильвания, город, который горит изнутри. Центрелия, штат Пенсильвания, северо-восток Соединенных Штатов. Сегодня это город-призрак, прообраз популярной игры Silent Hill. Но в 50-е годы это был обычный шахтерский городок, который мало чем отличался от любого другого поселения штата. Большая часть мужчин в городе работала на угольных шахтах. Семьи жили поколениями, строили планы на будущее. В провинциальном городе действовали несколько церквей: католическая, протестантская, украинская православная, наследие иммигрантской волны из Восточной Европы. Появлялось больше школ, магазинов. Все шло своим чередом до тех пор, пока роковая ошибка не привела к необратимым последствиям. Под городом в недрах земли лежал один из крупнейших антрацитовых угольных пластов восточного побережья. К сожалению, это богатство Центрелии стало ее приговором. 28 мая 1962 года, накануне Дня памяти, городская служба решила сжечь мусор на свалке, которая располагалась в заброшенной открытой угольной шахте. Казалось бы, обычное дело, не предвещающее никакой беды. Хотя, нужно отметить, что это действие считалось незаконным в Пенсильвании. Мусор сожгли и затушили. Но, как оказалось потом, не до конца. Огонь по тонкому угольному прожилку ушел под землю. И там нашел главное сокровище региона, тот самый антрацитовый пласт, толщиной в несколько метров и длиной в несколько километров. Пожар начал разрастаться вглубь и в стороны со скоростью около метра в день. Сначала никто не понял, что произошло. Земля в буквальном смысле трескалась на глазах, появлялись гейзеры и подземные ямы, а разогревшаяся почва стала повышать температуру воздуха. Из колодцев постепенно исчезала вода. Деревья на склонах холмов пожелтели. Жители поселения стали жаловаться на головную боль. Уровень угарного газа в подвалах превышал смертельный порог в десятки раз. Власти штата приезжали с замерами, разводили руками и уезжали. Никто не понимал, что с этим делать. Условия в Центрелии уже не были пригодными для жизни. Однако это был еще не конец. В 1981 году произошло событие. 12-летний мальчик по имени Тодд Домбоски играл во дворе своей бабушки. Под его ногами разверзлась земля и появился провал глубиной 40 метров, заполненный угарным газом и паром температурой выше 100 градусов. Это была так называемая просадка, когда выгоревший пласт под землей рушится, и поверхность проваливается, как тонкая корка. Тот чудом выжил. Ему удалось выбраться из глубокой воронки, цепляясь за корни деревьев. Мальчик в интервью для The New York Times рассказал, что густой дым, выходящий из дыры, не позволял ему что-либо видеть. После инцидента федеральное правительство США выделило $42 миллиона на расселение. Жителям предложили выкупить их дома по рыночной цене и переселить куда угодно. Большинство согласилось, кто-то отказался. Эти люди судились с правительством 10 лет. К 2000 году в городе оставалось около 20 человек. В 2002 году почтовая служба США отозвала почтовый индекс Центрелии. Город официально перестал существовать как точка на карте. Письма, отправленные на адрес Централия, PA, стали возвращаться отправителям с пометкой «Адресат не существует». Сегодня в Центрелии живет 5 человек. По решению Верховного суда штата от 2013 года им разрешили дожить здесь свой век. После смерти их дома будут снесены, а земля передана штату. Поразительно, но пожар по Центрелии продолжает гореть и сегодня. По расчетам геологической службы США, при текущем темпе горение продолжится еще 250 лет. Только вдумайтесь в эту цифру. 250 лет. Больше 2 веков. Эта история не закончится при жизни никого из ныне живущих. Не закончится и при жизни их внуков. В наши дни Центрелию не боятся посещать туристы.
Они приезжают ради редких фото в место, которое будто создано для съемки фильма «Катастрофа». Город, который сгорел изнутри и который продолжает гореть. Перенесемся в Аргентину, провинцию Буэнос-Айрес, 600 километров на запад от столицы. В 1921 году здесь, на берегу соленого озера Эпикуэн, был основан курортный городок с одноименным названием Вилла Эпикуэн. Озеро считается особенным. В нем концентрация соли была примерно в 10 раз выше, чем в океане. По насыщенности оно сравнивалось только с Мертвым морем в Израиле. И аргентинские врачи быстро поняли – это лечебная вода. Соляные ванны, грязи, ингаляции. Лечили ревматизм, кожные болезни, болезни легких. К 50-70-м годам Вилла Эпикуэн превратилась в один из самых модных курортов Южной Америки. Сюда приезжали из Буэнос-Айреса, из Сантьяго, из Монтевидео. 1500 постоянных жителей, 300 гостиниц, ресторанов и магазинов. Город принимал до 25 тысяч туристов за сезон. Вообразите, аргентинский танго по вечерам, отдых и приятная атмосфера. Открытки с надписью «Привет из Эпикуэна», отправленные довольными посетителями курорта и местными жителями их родственникам. Город был молодым. Самому старому зданию не более 70 лет. Вилла Эпикуэны планировали строить новую большую гостиницу с бассейном. Закладывали фундамент, не подозревая о надвигающемся наводнении. 10 ноября 1985 года в регионе произошла нетипичная для тех мест погодная аномалия. Несколько недель подряд лил дождь. Уровень озера начал расти. И в один день старая земляная плотина, защищавшая город со стороны воды, прорвалась. Поначалу беда казалась временной. Жители выходили на крыши, ждали, что вода уйдет. Однако надежды рухнули, поскольку каждый раз вода прибавлялась на 15-20 сантиметров. Через 2 недели затопило первые этажи, через месяц – вторые, через полгода – крыши. Жители эвакуировались. Большая часть переехала в соседний городок Каруэт в 20 километрах от виллы Эпикуэн. Многие из них уже никогда не вернулись жить туда. Город ушел под воду на 10 метров и там пробыл 25 лет. С 2009 года уровень озера начал падать, вода стала отступать, и на ее месте появились руины. Бывшие отели, рестораны, виллы, бойни, бары, лавки. Скелет того самого недостроенного отеля с бассейном. Но не такие, как обычные руины, а белые, как снег, потому что за 25 лет под насыщенной соляной водой каждая стена, каждая лестница, каждое уцелевшее дерево покрылись слоем кристаллической соли в несколько сантиметров. Это место называют аргентинскими Помпеями. Но если Помпеи – это пыль и пепел, то Эпикуэн – это соль и тишина. Здесь нет света, здесь нет звука, кроме ветра. Здесь, на бывшей главной улице, стоят остовы автомобилей, которые жители не успели вывезти. Внутри них чистая белая соль вместо сидений. В обнажившийся мертвый город вернулся лишь один человек. Его звали Пабло Навар. Он родился в Вилле Эпикуэн еще в 30-е годы и работал здесь грузчиком всю свою жизнь. Когда город ушел под воду, ему было 55 лет. Когда вода отступила, Пабло исполнилось 80, и он вернулся, прихватив с собой собаку. Новак вернулся жить в дом, который построил своими руками, и который пробыл под водой четверть века. До самой смерти на протяжении 13 лет Пабло Новак жил в одиночестве на этих соленых руинах. Он стал последним жителем города, которого больше нет. Среднеазиатская граница Казахстана и Узбекистана. В 50-х годах здесь находилось 4-е по площади озеро в мире – 68 тысяч квадратных километров. Для сравнения, это почти как Грузия и Армения, вместе взятые. Озеро называлось Аральским морем. И это было настоящее море, с собственным флотом из 30 с лишним рыболовецких судов, с 2 крупными портами – Аральск в Казахстане и Муйнак в Узбекистане, с рыбоконсервными комбинатами, которые поставляли продукцию во весь Советский Союз. Каждая 6-я банка консервов в советских магазинах в 50-60-е годы была из Орала. Здесь ловили карпа, плотву, осетра, работали больше 40 тысяч человек. Здесь стояли санатории. Сюда в отпуск приезжали из Москвы и Ленинграда. А потом наступили 60-е. Советский Союз решил, что Средней Азии нужно стать мировой хлопковой державой. Хлопок продавали за валюту. Он шел на форму для армии. Был стратегическим ресурсом. Для этого потребовалось орошать колоссальные площади пустыни и полупустыни. Воду для них брали из 2 рек – Амударии и Сырдарии.
Тех самых двух рек, которые тысячелетиями впадали в Аральское море, и без которых море существовать не могло. Реки повернули в каналы. Один только Каракумский канал, прорытый в Туркменистане в 60-е, отбирал у Амударии столько воды, что ее хватило бы на новое озеро размером с огромный Иссык-Куль. Вода ушла на хлопковые поля, и до моря почти перестала доходить. Ученые предупреждали, озеро начнет высыхать, но их не слушали. К тому времени, когда оно действительно начало высыхать, было уже поздно. В 70-е море отступило на километры, в 80-е на десятки километров, в 90-е на сотни. С 1960 по 2014 год Аральское море потеряло 90% своей площади. Оно распалось сначала на 2, потом на 3, потом на 4 отдельных водоема. Дно стало пустыней, ее назвали Аралкум, пустыня Арала. Это первая в истории планеты пустыня, рожденная людьми на нашем веку. С обнажившегося дна ветер поднимает соль и пестициды, те самые, которыми 70 лет поливали хлопковые поля и которые стекали обратно в море. Пыльно-соляные бури разносят эту смесь на сотни километров. У жителей Каракалпакстана, региона Узбекистана на южном берегу бывшего моря, самые высокие в мире показатели рака горла и пищевода, туберкулеза, почечной недостаточности. Их детей рождается все меньше. У нового поколения диагностируют болезни Аральского региона с самого детства. Порт Муйнак, который еще в 80-е принимал рыболовецкие суда, оказался в 150 километрах от ближайшей воды. В нем сегодня кладбище кораблей. Ржавые баркасы и сейнеры стоят в песке. Туристы из Европы приезжают сюда, чтобы сделать фотографии в духе глобальной катастрофы. В 2000-х Казахстан построил Какаральскую дамбу и сумел частично восстановить Северный Аральский водоем. Рыба туда вернулась. Аральск снова видит воду, пусть и не такую, которая была раньше, но южная часть моря, та, что приходится на Узбекистан, погибла полностью и навсегда. В 50-е годы здесь жили рыбаки. Их дети помнят запах рыбы, шум прибоя, лед в трюме, а их внуки родились в пустыне, 15 километров от Нагасаки. Японское море. Маленький скалистый остров размером 480 на 160 метров, меньше, чем 5 футбольных полей. С определенного ракурса этот остров похож на военный корабль, поэтому японцы называют его двумя именами. Официально Хасима, народно Гунканзима, что переводится как «остров-крейсер». В 19 веке здесь нашли уголь. В 1890 году концерн Mitsubishi выкупил весь остров и начал добычу прямо с дна моря. Шахты уходили на километр вглубь и на несколько километров под морское дно. К началу 20 века Хасима стал одним из самых важных угольных месторождений Японии. И тогда японцы сделали то, чего не делал никто. На крошечном клочке скалы они построили вертикальный город. В 1916 году здесь был возведен первый в Японии многоэтажный жилой дом из железобетона. К середине века остров был застроен полностью. Бетонные семиэтажки, девятиэтажки, школа, больница, синтоистский храм, кинотеатр, бассейн, бордель. Все это на участке земли, который в современном городе занимал бы один большой супермаркет. В 1959 году плотность населения на этом крошечном клочке суши достигла 83 500 человек на квадратный километр. Это был абсолютный рекорд планеты, который до сих пор официально не побит ни одним жилым мегаполисом мира. Чтобы вы представили, в современном Манхэттене плотность около 27 тысяч человек на квадратный километр. В Хасиме было в 3 раза больше. И мы помним, что это на скале посреди моря. Здесь рождались дети, которые никогда не видели зеленой травы. Деревьев на острове буквально не существовало. Для маленькой школьной зеленой зоны землю и саженцы привозили на лодках с материка. Ребята, выросшие на Хасиме, впервые в своей жизни видели обычное дерево только на каникулах, когда уезжали к родственникам в Нагасаки. Для них трава на материке казалась чудом. Основной рабочий класс Хасимы, естественно, шахтеры. Они спускались под море на километр вглубь. Шахты, в которых им приходилось работать, являлись одними из самых опасных угольных шахт Японии. Температура в забое доходила до 50 градусов. Влажность почти 100%. После смены рабочие поднимались, шли 200 метров до дома, ужинали и ложились спать. На следующий день все повторялось. Так происходило поколение за поколением. В 70-е годы Япония начала переходить с угля на нефть, и уголь Хасимы стал не нужен. В
январе 1974 года Mitsubishi объявила о закрытии шахты. Все жители получили уведомление, что должны покинуть остров. В течение 3 месяцев все 2000 оставшихся на тот момент людей собрали вещи и уехали. Они увезли с собой только предметы первой необходимости, а мебель, книги, посуду, игрушки и прочее оставили, в надежде, что когда-нибудь сюда еще вернутся. Никто не предполагал, что Хосима будет закрыт еще 50 лет. Уже почти полвека Хосима стоит пустым. Цунами и тайфуны постепенно разрушают бетонные постройки, стены крошатся, балконы обваливаются в океан, лестницы провисают, остров закрыт для свободного посещения. Туда возят только организованные экскурсии и только на одну ограниченную смотровую площадку. Большая часть острова закрыта из-за риска обрушения. Японские урбан-эксплореры пытаются туда пробираться нелегально, каждый год кого-то ловят. В 2015 году ЮНЕСКО внесла Хосиму в список всемирного наследия. В 2012 остров появился в фильме «007. Координаты Skyfall» в качестве логова главного злодея. Пожалуй, точнее метафоры не придумаешь. Самое плотно заселенное место планеты в истории человечества превратилось в кинематографический ад для съемок фильма про конец света. Провинция Чжэцзян, Восточный Китай. В долине у подножия горы Уши, что переводится как «Гора Пяти Львов», стоял город. Назывался он Шиченг и тоже переводился просто «Город Льва». Город был основан во времена династии Тан в VII веке нашей эры. Когда в Европе еще не закончилось великое переселение народов, в этой китайской долине уже строили каменные мосты и резные арки. Город рос, обрастал кварталами и имел большие перспективы на будущее. К 20 веку Шиченг стал административным центром всего региона. Здесь красовались здания эпохи Мин, эпохи Цин, каменные львы у ворот, резные драконы на арках, 5 городских ворот, ставших символом этого древнего центра. 1300 лет непрерывной истории. А потом наступил переломный 1959 год. В этом году китайское правительство приняло решение о строительстве гидроэлектростанции на реке Синьян-Сян. Один из самых крупных гидроэнергетических проектов эпохи Большого скачка. По плану крупнейшая ГЭС в Восточном Китае, которая обеспечит растущую шанхайскую промышленную зону электроэнергии. Но плотину нужно было где-то ставить. Местным жителям дали всего несколько недель на сборы и переселение. По разным оценкам, расселению подлежали больше 200 тысяч человек. Их вывозили в новые поселки, построенные в спешке на склонах окрестных гор. Жители Шиченга, подобно японцам из Хосимы, брали с собой лишь то, что могли унести в одном узле. Никто не разбирал свой дом. После переселения всю долину, включая город возрастом 1300 лет и десятки деревень, в том числе деревню Цантоу, полностью затопили. Огромная история ушла на 40-метровую глубину за считанные дни. На месте затопленной долины возникло новое озеро. Китайцы назвали его Цаньдаху – озеро тысячи островов, потому что над водой остались торчать только верхушки гор, те, что были выше уровня нового водохранилища. Эти верхушки и стали тысячи островов. Несколько десятилетий о городе под водой почти не вспоминали. Поколение, которое жило в Шиченге, постарело и умерло. Их дети выросли в новых поселках на берегах озера. История города стала легендой, которую рассказывали бабушки. На советских и западных картах того времени Шиченг просто исчез. Там, где он был, оказалась синяя клякса нового водохранилища. И вот в 2001 году произошло то, чего никто не ожидал. Группа китайских дайверов, работавшая по заказу местного туристического департамента, отправилась исследовать дно озера в поисках старых китайских монет. Рассчитывали найти что-нибудь для музея, а нашли целый нетронутый город. Из-за того, что глубина была большая, от 26 до 40 метров, а вода холодная и почти без течения, Шиченг сохранился практически идеально. Стены не разрушились, резные драконы целые, львы у ворот на своих местах. Даже деревянные балки в воротах остались, потому что плотная пресная вода без кислорода консервирует древесину лучше, чем воздух. Это не размытые руины, как у греческих городов на дне Средиземного моря. Это целый китайский город, в котором можно гулять, только с аквалангом. Сегодня погружение к Шиченгу – это один из самых сложных и редких подводных опытов в мире. На глубину 40 метров в абсолютную тишину.
захватывающее путешествие среди резных арок, которым 1300 лет. Китайское правительство ограничило количество разрешенных погружений. Слишком велик риск, что неаккуратные дайверы что-нибудь повредят. Сейчас рассматривается проект сооружения подводного туннеля для посещения города в обычной одежде. Но это пока проект. Шиченг – удивительный город, который существовал до 1959 года на суше, а сейчас только под водой. Центрелия, Хасима, Шиченг, Эпикуэн, Аральское море. 5 точек на карте, которых не стало за одну человеческую жизнь. Пожар по неосторожности, истощенная шахта, стройка ГЭС, дамба, которая не выдержала, и хлопок, который оказался дороже моря. Человеческая жажда наживы привела к природным катастрофам, уничтожению целых городов. Возможно, ваши предки рассказывали вам об этих местах, были их жителями. А может, вы сами посещали какое-то из них? Расскажите об этом. Напишите в комментариях, откуда вы нас смотрите, и знаете ли еще такие призрачные места. Заброшенные деревни вашего детства, старые кинотеатры, которые снесли под ТЦ, озера, превратившиеся в болото. Давайте вместе сохраним их историю хотя бы здесь. А если вам интересно узнать о 5 древних местах, скрытых высоко над землей, смотрите это видео. До встречи в следующем ролике.